Netis NX31. Знаете, как это называется? Пока одни говорят, другие делают. А делают что? Они делают в бюджетном сегменте достаточно интересные Wi-Fi 6 роутеры с хорошим покрытием. Объясню. Дело в том, что этот NX31 у нас получил, во-первых, процессор Cortex A9, чего раньше Netis в бюджетных роутерах не делала. Во-вторых, конечно же, это полноценный Wi-Fi 6 со всеми плюшками OFDMA, UMI-MO, там, BSS Calling и все остальные фишки именно Wi-Fi 6 здесь есть. Это у нас, давай, покажи, пожалуйста, лисичка, 4 гигабитных порта, один из которых WAN, да, один WAN, 3 гигабитных LAN порта. Здесь у нас есть просто-напросто кнопка разброса, есть кнопка включения-выключения и больше ничего. Вот кнопка Mesh еще у нас есть, да, потому что этот роутер что? Он поддерживает Easy Mesh. А что такое Easy Mesh? Это способность роутера объединить в одну сеть бесшовным переходом. То есть у него будет бесшовный переход практически на много роутеров, одна единая Wi-Fi сеть для большего покрытия. Хотя, честно вам скажу, по покрытию у меня тут и вопросов-то нет. Мы вам покажем обязательно тесты, но сразу могу сказать, что трехкомнатную стандартную квартиру там 60-70 квадратных метров при расположении в центре вы покроете. И двухкомнатную достаточно большую квартиру при расположении в любом месте вы тоже покроете. Да и бюджет этой штуки очень даже интересен. Ссылки в описании под видео. Переходите, посмотрите. Что стоит отметить? Стоит отметить то, что мы видим достаточно серьезную пластину охлаждения под низом. Он у нас весь сквозной. Ты видишь меня сквозь эти? Поближе. Сквозь нее попробуй заглянуть. Не знаю, увидит, не увидит. Ну-ка. Тебя видно, только да? Ладно. То есть очень хорошо сделана система охлаждения. То есть по принципу конвекции снизу взяло, вверх отдало горячий воздух. И там достаточно мощные пластины, их прям видно. Крепление на стеночку есть у нас в комплекте. Вот такой вот патчкордик у нас в комплекте. Вот такой вот, покажи на сколько ватт. Покажи, вот такой вот блок питания. Сколько там ватт? Ты можешь прочитать? Сама глазастая, лисичка? Да. Сколько? 12. 12 вольт, 1 ампер или 2 ампера? 12,1. 12-ваттный блок питания, чего и следовало ожидать. Ребят, достаточно интересная вещь. И интересна она не только тем, что это, казалось бы, простой роутер. Она поддерживает и WireGuard сервер, и WireGuard клиент, и OpenVPN сервер, и OpenVPN клиент, конечно же IPTV. В общем, что мы делаем сейчас? Идем, смотрим сколько, мы идем смотрим, что нам заявляет производитель, потом тестируем, смотрим интерфейсы управления и, конечно же, делаем вывод. Еще забыл сказать, что у него приложение есть. Управление B-Wi-Fi называется. Ребят, в общем-то, Netis NX31, вот такой вот красивый Wi-Fi 6, вот такой вот красивой коробочке на канале Технозон. Поехали. Итак, NX31 роутер от Netis, Wi-Fi 6, X3000, двухдиапазонный. Тут все достаточно интересно. Почему? Потому что роутеры Netis сам по себе, он тихо делает свои дела и тихо делает свои бюджетные решения для дома. Но тем не менее, не очень интересно. Тут есть поддержка Easy Mesh до 3 гигабит, до 3000 мегабит на секунду для всех устройств в сети. То есть это не значит, что он 3 гигабита поддерживает на внешний мир. У него все порты гигабитные однозначно. Теперь OFDMA, это присущие для Wi-Fi 6 технологии. 1.3 процессор Cortex A9, раньше Cortex A7 были в более не таких мощных устройствах, скажем так. Есть поддержка Beamforming, 4 антенны, конечно же, у нас есть WireGuard сервер и WireGuard клиент. Вот это немаловажно. И это еще не все. Когда мы перейдем уже в сам интерфейс управления, вы посмотрите, что там не только WireGuard есть. Теперь дальше. Смотрите, B-Wi-Fi. Сразу. Вот что бросается в глаза. Я сейчас включу запись экрана и покажу вам, что здесь есть еще приложение, но все равно мы будем рассматривать. Смотрите, вот, пожалуйста, приложение. Оно такое же, абсолютно отображает то же самое, что и веб-интерфейс. То есть абсолютно вы полностью можете сетевые устройства управлять сетевыми своими интерфейсами, имеется в виду Wi-Fi сетями. Есть управление локальной сетью. Есть у нас просто сеть со всеми приложениями. Конечно же, тут есть IPTV поддержка. Есть у нас сами по себе приложения, смотрите.
То есть спортмаппингом, с TR069 поддержкой. И тут уже мы видим сразу OpenVPN клиент и OpenVPN сервер. Вот так вот с DDNS, с внешним управлением. По BWi-Fi вы поняли, да? Можно делать все, но давайте дальше смотреть, что нам заявляют. И уже будем потом в веб-интерфейсе смотреть. Технологии MU, MIMO и OFDMA мы уже проговорили. WPA3 поддерживается и мощный FM усилитель. Это модуль усилителя сигнала для хорошего покрытия. Тут действительно есть что показать. Так, 1,3 ГГц. Что же тут еще интересного? А все, больше ничего нет. Ссылки на него я закину в описании под видео, все, что найдем. И теперь по тестам скорости. Если говорить о подключениях в 100 мегабит, ой, в 1000 мегабит, мы дали на него канал в 1000 мегабит, и, конечно же, мы понимаем, что сейчас при каких-то еще нагрузках в сетях мы получаем с вами практически 817 на 897, можем погонять на разные сервера, да, там, допустим, на Data Group можем погонять. И, в принципе, мы сейчас по Wi-Fi 5 ГГц получим тот же самый результат, максимально возможный. Ну, вот смотрите, на Data Group мы получаем даже больше, там, 900... Давайте, 918, 917, то есть это чистые гигабитные порты. Тут все честно, вопросов нет, претензий нет. Сейчас мы с вами протестируем Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6. Смотрите, 893 на 900, ну там еще плюс служебный трафик, плюс еще те компьютеры в сети, которые есть, да, то есть мы выделили гигабитную сеть. Все, мы видим, тут все честно. Так, видим протокол 802.11x, 5 ГГц, 40 канал и 2.4 Connect у нас, 2400 мегабит Connect. То есть если брать 3000, да, так, как он говорится, 3000, да, x3000, то это 2.4 плюс там 573, да, и у нас будет 3000 мегабит. И мы получаем с вами там 850, 860 на загрузку, 870, то есть по сути Wi-Fi 5 ГГц работает практически на полную скорость нашего сетевого порта, да, ну минус та загрузка сети, которая есть сейчас в нашей гигабитной сети, которую мы на него выделили, 830 на там 900 с чем-то, да, у нас в пиковом значении было 911, сейчас посмотрим, сколько будет в конце. То есть по факту это хорошая, честная сеть. Мы сразу же решили протестировать покрытие и получаем, что вот на смартфоне у нас есть базовое подключение к сети, к 5 ГГц, тот самый Netis. Идем в тот же самый спид-тест, давайте, и стартуем базовый замер скорости. Сейчас выберем Data Group, конечно же, такой более-менее быстрый сервер. Мы же все на наружную сеть тестируем. И тестируем базовую сеть возле роутера. Чтобы вы понимали, у нас достаточно большая студия, где-то размером как трехкомнатная квартира. Плюс у нас посреди есть стена, и у нас лисичка отходит в самый дальний угол. И там уже тестируют. Это эмулирует покрытие трехкомнатной квартиры, если роутер расположен в центре, например. Либо двухкомнатной, если расположен в углу. И у нас получается базовый замер 882 на 822. Сейчас лисичка пошла тестировать скорость. И у нас должно быть падение не более чем 60%. То есть все роутеры, у которых падение менее 60%, считаются с хорошим покрытием. У данного роутера падение меньше, чем 60%, даже меньше, чем 50%, порядка 40% падения мы видим. То есть у нас скорость максимальная набирается там 600, почти больше 600 мегабит. То есть это действительно неплохо. Это действительно очень неплохо. И даже на выгрузку там в пиковом значении до 700 доходило. И для меня это был прям сюрприз. Хорошо, с этим согласны. Теперь 2.4. Переключаемся на 2.4 ГГц сеть. Конечно же, это устаревший стандарт. И обычно в Wi-Fi 6 роутерах 2.4 работает хуже, чем 2.4 в старых роутерах. Плюс уже сама по себе 2.4 диапазон. Он мусорный стал. Очень много этих роутеров висит. И каналов мало. Всего 13 каналов, да, там нижних каких-то. Идем в тот же самый спид-тест. Стартуем сначала базово у роутера, проверяем на смартфоне и получаем там порядка 300 мегабит на загрузку. Тут 280 с чем-то на пиково было, 230, 240. Очень неплохо. Это очень неплохой показатель для 2.4. Это прям один из топовых показателей. На 150, на 160. Я вам скажу, если упадет, допустим, падение загрузки может быть небольшое, но это я прогнозирую на большой квартире, падение выгрузки, допустим, 2.4 будет больше. Стартуем на отдалении. У нас падение действительно небольшое. Тут 110, 120, 100.
Ну, вот где-то так. То есть это допустимо 60%, нормально. А на выгрузку, ну, у нас в пиковом значении 80, нестабильно, потому что действительно мусорный диапазон, и это не от роутера зависит, а зависит от количества роутеров, которые есть в вашей сети дома, да, там, то здесь на выгрузку около 43. Да, вот 43,1. Мы делаем выводы, что в 5 ГГц вообще идеально, в 2,4 это средние показатели для роутеров Wi-Fi 6 в текущих реалиях загруженности 2,4 диапазона. Теперь смотрим на интерфейс управления. Если базовый интерфейс, мы смотрим, он достаточно интересный, то есть он простой, мы смотрим тут сетевые устройства, которыми можем там ограничивать скорость, добавлять, допустим, в черный список, мы можем там ими управлять, то дальше у нас, допустим, беспроводная сеть, у нас есть поддержка WPA3 в миксованном режиме. У нас в дополнительных настройках Wi-Fi 2,4 ГГц есть выбор 20 МГц и 40 МГц широкополосного канала. Есть ремиксованные режимы, кстати, 2,4 здесь работает в Wi-Fi 6 стандарте, потому что есть такие роутеры, которые вроде бы Wi-Fi 6, а работает Wi-Fi 5, да, там именно в 2,4 диапазоне. И ты такой, ну блин, ребят, ну какого черта. Смотрим B, BG, BGN и BGNAX есть. В 5 гигагерцовом диапазоне у нас есть тоже AN, AS и AX диапазон. Wi-Fi канал 36 до 64 разрешенные у нас в Украине и резервная сеть Wi-Fi 5. Что это значит? Это значит, что здесь можно включить резервную сеть конкретно для Wi-Fi 5 устройств для, скажем так, обратной совместимости. Очень классная тема. Если у вас старое устройство есть в сети, вы его подключаете к резервной сети и все нормально. Локальная сеть. Тут все просто, тут ничего интересного. И есть у нас, смотрите, настройки интернета, есть варианты подключения широкополосный PPPoE, статический, есть DHCP, есть Dual Access PPPoE, L2TP, есть PPTP, то есть все варианты подключения он поддерживает. Кроме того, у нас есть такие вещи, смотрите, как, ну, BWiFi мы уже поняли, есть инструменты. Это пароль администратора, перепрошивка, настройка времени, расписание, восстановление, перезапуск, индикация, резервное копирование, информация о маршрутизаторе и журнал событий. Тут, в принципе, все стандартно. Но как только мы заходим, допустим, в опции, как называемые инструменты, то здесь уже и WireGuard сервер есть. Смотрите. При этом мы можем включить его для интернета, для домашней сети, для интернета и домашней сети, именно сервер, экспортировать конфигурацию, управлять списком клиентов. Есть WireGuard клиент, где мы можем по файлу конфигурации настраиваться. OpenVPN сервер, на секундочку, есть и подключение OpenVPN, можем контролировать. Есть OpenVPN клиент, допустим, можем файл конфигурацию загрузить, и как любят люди через OpenVPN клиент. Есть TR069 протокол управления роутером, есть у нас зеркалирование портов, диагностические функции Ping Trace Route. Для тех, кто понимает, что это такое удаленный доступ, у нас здесь есть, видите, порты можно открыть в интернет. Есть DDNS, это, кстати, порты, если у вас прямой порт, а есть DDNS, для управления через службы DDNS, например, DIN-DNS, NoIP, Array, то есть у нас есть разные варианты. Также есть переадресация портов и, конечно же, у нас есть QoS, базовый, но QoS. Достаточно хороший набор функций, при том, что он еще и поддерживает Easy Mesh. Кстати, в самом BWiFi мы можем выбирать, в каком режиме ему работать. То есть там ретранслятор, либо Mesh. И настраивать Mesh мы тоже там можем. Ребят, я готов прорезюмировать данный роутер. Очень интересная вещь получилась за небольшие деньги. В качестве выводов скажу, для дома вообще классная вещь. Даже для какого-то маленького офиса, для небольшого количества сотрудников действительно интересно. Хорошая формула памяти, да, 128 ROM, 256 у нас хранилище. По факту для большого количества устройств, не для самого супер огромного количества, но для достаточного количества устройств это более чем хватит. Ребят, рекомендуем хороший бюджетный роутер с хорошим покрытием. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.